Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Ярослав. И сегодняшней темой моего ролика станет семейство тираннозаврид. Также в этом ролике я вкратце пройдусь по другим тираннозавроидам. Также разберу типовые виды и анатомию, и образ жизни. Ну что ж, не буду вас задерживать, поехали! Начнем с основного. Тираннозавриды – это семейство хищных терапод. Они выглядели как двуногие хищники с большой головой и массивной шеей, и большими зубами. И практически везде, где они появлялись, они становились апекс-хищниками, то есть были на вершине пищевой цепи. Пиком эры тираннозаврид можно считать конец мелового периода, так как именно в это время появлялись самые огромные и популярные динозавры. Они имеют массивнее задние лапы, а передние очень маленькие и двупалые. По некоторым оценкам они достаточно сильные, но как по мне, в бою использовать их нельзя. Зубы тираннозаврид отличались от более ранних авиатерапод, тем, что они не имели пилообразной формы и в большинстве своем были толстыми и длинными. Интересно то, что альберотозавр имел насечку, напоминающую зубной канал, который заканчивается так называемой ампулой, которая помогала распределять нагрузку при отрывании мяса с костей или удержании жертвы, что предотвращало сколы зубов. Обитали тираннозавриды в Азии и Северной Америке. Также существуют сведения про то, что они были и в Австралии, и Бразилии, но это не подтверждено и скорее всего является неправдой. Обычно крупные представители семейства сопровождаются другими, более мелкими хищниками, при этом часто другими тираннозавридами, например, тираннозавр и альбертозавр, или тарбозавр и алиорам. Лучше всего обозревать скорость тираннозаврид на основе тираннозавра, так как его останки хорошо сохранились. По отношению к таким крупным тираннозаврид, как тарбозавр и тираннозавр, есть два вопроса. С какой скоростью он разворачивался и насколько была быстра его тушка при прямолинейном движении. По современным оценкам, поворот на 45 градусов у взрослого тираннозавра занимал от 1 до 2 секунд, что, несомненно, очень много. А вот со скоростью все немного посложнее. Дело в том, что, по сути, скорость Рекса зависит от его возраста крайне сильно, так же, как и его образ жизни. Кстати, если вы хотите полноценный ролик про тираннозавра и его образ жизни и другие интересности, то напишите об этом в комментариях. Ну что ж, а я возвращаюсь к скорости тираннозавра. Как я уже говорил, его скорость, как и других крупных тираннозаврид, зависит от возраста. Так, например, Скотти, самый большой тираннозавр, имел вес, превышающий 8,8 тонн, а также около 13 метров в длину. И думаю, всем понятно, что 9-тонная махина не сможет быстро двигаться, но вот молодой тираннозавр вполне себе мог развивать скорость, превышающую 20 км в час и больше. Это также подтверждает исследование, которое я вам сейчас прочитаю, если что, на источник, ссылка в описании. Новое исследование, проведенное международной командой, включающее палеонтологов из университета Альберты и музея динозавров Филиппа Джо Карри, выявило доказательства того, что молодые тираннозавры были более стройными и легкими, чем их многотонные старейшины, и эта разница, возможно, помогала им совладать с быстрой добычей. Результаты показывают, что по мере того, как некоторые тираннозавры становились старше и тяжелее, их ноги также становились сравнительно более громоздкими, сказала Натан Энрикес, ведущий автор исследования и аспирант Университета Новой Англии в Армиделе, Австралия. Исследователи проанализировали коллекцию следов и окаменелости тираннозавров, чтобы узнать больше о том, как двигались огромные хищные динозавры и как формировались их ступни. Полученные данные подтверждены и основываются на предыдущих исследованиях, в которых изучался рост тираннозавров с использованием анатомии костей и компьютерных моделей мышечных масс. Насчет покровов все не совсем однозначно. Скорее всего, более маленькие тираннозавриды, например, Рапторекс, который достигал 3 метров в длину и весил 80 кг, был оперен. Но что насчет более крупных, тот же самый Тарбозавр, он не имел перьев, но весьма вероятно, когда он был птенцом, он имел пух, напоминающий пух цыпленка. Также есть и другие тираннозавриды, кстати, достаточно приближенные к самому Рексу, например, Литронакс или Алиорам. Они также были оперены. Никаких доказательств наличия протоперьев у тираннозавра нету, а наоборот, существуют доказательства обратного, а именно множество слепков с разных участков тела и никаких намеков на оперение. Стоит отметить, что существовали гибридные виды покровов, которые имели перья и чешую. Кстати, про виды покровов животных у меня есть отдельное видео, и посмотреть вы можете по подсказке в правом верхнем углу. Зрение тираннозаврид крайне необычно, так как на протяжении их эволюции они неоднократно улучшали бинокулярное зрение вплоть до тираннозавра, у которого задняя часть черепа расширяется, направляя глаза вперед.
Это давало тираннозавру бинокулярное зрение. Вероятно, оно развилось, чтобы точно рассчитывать расстояние. Ведь уже к половой зрелости он был достаточно тяжелым и не имел возможности тратить силы на бессмысленные забеги в погоне за более быстрыми паразоаролофами и трицератопсами. У других тираннозаврид настолько выраженной бинокулярки нет. Но я решил потратить 30 минут своей жизни, рассматривая черепа тираннозаврид, и нашел Литронакса. Он обладает бинокулярным зрением, так как его глазничные окна смотрят именно на вас и просят подписаться на канал и нажать лайк. Ой, о чем это я? А теперь немного про сенсорную систему тираннозаврид. Подробное исследование, проведенное Томасом Карром и его коллегами в 2017 году, посвященное сравнению костяных структур дасплетозавра и крокодила, выявило, что у тираннозаврид были большие плоские чешуйки на морде. В центре этих чешуек располагались небольшие кератинизированные участки. У крокодилов такие участки покрывают пучки сенсорных нейронов, при помощи которых эти рептилии могут обнаруживать механические, термические и химические раздражители. Ученые предположили, что тираннозавриды, вероятно, также имели пучки из сенсорных нейронов под чешуйками в передней части морды и, возможно, использовать для распознания объектов, изменения температуры гнезд и осторожного обращения с яйцами и детенышами. Демонстрационное поведение у тираннозаврид не очень отличается от других терапод. На своей голове они часто имели различные гребни и выпуклости, что очень сильно напоминает аллозавроидов, которые имели похожие гребни. Наличие такого или иного органа демонстрационного поведения говорит о высоком распространении тираннозаврид. Тираннозавриды делятся на две группы – альбертозаврины и тираннозаврины. Начну с первых. Крупным представителем альбертозаврин можно отметить гальгозавра и альбертозавра. Они достигали максимум 9 метров в длину и обитали на территории Канады, провинции Альберта, около 70 миллионов лет назад. Охотились они на соразмерных им животных, например, паразоаролофов, а также трицератопсов. Соседствовали с тираннозаврами, о чем пожалели, ведь, скорее всего, альбертозаврины были вытеснены тираннозавринами, о которых и сейчас пойдет речь. Тираннозаврины в большинстве своем превышают альбертозаврин, но существовали более мелкие виды, например, алиарам, достигавший всего 6 метров в длину и был оперен. В отличие от большинства, тираннозаврид имел длинный и неширокий череп, что не позволяло охотиться на крупную добычу. Соседствовал алиарам с огромными животными, ведь на территории Монголии и Китая около 70 миллионов лет назад вместе с ним были торбозавры, динохейрусы и терезинозавры, которые в размерах могли превышать 11 метров. Следующий тираннозаврид, о котором пойдет речь, это Литронакс. Он является старейшим известным тираннозавридом, и, как я уже говорил, он обладает бинокулярным зрением. Он достигает чуть больше 7 метров в длину и весит около 2,5 тонн. Обитал на территории штата Юта около 70 миллионов лет назад. Охотился на соразмерную добычу, например, диаблоцератопса. Встречайте дасплетозавр. Он обитал рядом с вышеупомянутым альбертозавром и достигал таких же размеров, то есть 9 метров в длину. Занимал ту же нишу, но больше предпочитал питаться крупными травоядными, чем альбертозавр, так как сам был более приспособлен к этому. И вот мы подошли к легендарной двойне небезызвестных динозавров. Встречайте, тираннозавр и торбозавр. Что интересно между этой двойкой, так это то, что скорее всего торбозавр является предком Рекса, но на удивление прожил вместе с ним до конца мезозоя. Оба не достигают схожих габаритов. Тираннозавр обитал на территории Северной Америки и Казахстана, а торбозавр на территории Монголии и Китая. Рекса можно считать апогеем развития челюстей и бинокулярного зрения. Правда, как я уже говорил ранее, применить все эволюционные наработки прошлых тираннозаврид он мог только в подростковом возрасте в полной мере, а затем он приходил с активной охоты на засаду и падаль. Вероятно, те же самые правила действуют на торбозавра, но не в такой мере. Он не обладает развитым бинокулярным зрением и не таким сильным укусом, но вот опыт в бою у него явно больше, так как мог встречаться с динохейрусами и терезинозаврами, которые могли дать отпор. Вероятнее всего охотился на зауропод, например, немектозавра. А сейчас пойдет речь о тираннозавроидах, не входящих в кладу тираннозавриды. Начну я, пожалуй, с такой группы под названием процератозавриды. Несмотря на название, к тератозаврам не имеет никакого отношения. И расскажу я про Келеска. Келеска — это один из самых древних процератозаврид, да и вообще тираннозавроидов. Кстати, на канале моего друга Палеоутки есть подробное видео про Келеска. Посмотреть вы можете по ссылке в описании. А я продолжаю. Келеск достигал 6 метров в длину и обитал на территории России около 160 миллионов лет назад.
по внешнему виду и габаритам напоминал дилофазавра. Вероятно, именно поэтому их группы причислили к процератозавридам. Дилун – это необычно маленький тираннозавроид. Он достигает 2 метров в длину. Что еще интересно, у него доказанное оперение. Обитал он в Китае в раннем меловом периоде, то есть около 120 миллионов лет назад. Охотился на мелкую добычу наподобие ящериц. Следующий тираннозавроид – это Сюньгуаньлун. Это небольшой хищник, обитающий на территории Китая около 125 миллионов лет назад. Он мог пересекаться с Дилуном. Открытие Сюньгуаньлуня дало понять, что тираннозавроиды долгое время были маленькими хищниками, чтобы потом стать огромными 9-тонными махинами. Сам Сюньгуаньлун достигал 5 метров в длину и весил 300 килограмм. Последний, о ком пойдет речь, это уже достаточно крупный теропод под названием Бистахейверсор. Он уже достаточно крупный и принял те привычные нам черты, которые имеются у тираннозаврид. Жил он 75 миллионов лет назад, обитал на территории штата Нью-Мексико. Интересно то, что его отделяли скалистые горы от более прогрессивных тираннозавроидов. Вероятно, это и сохраняло ему жизнь. И вот я вам перечислил основных представителей основных групп тираннозавроидов. И вот, скорее всего, вы задаетесь вопросом. Большинство из них обитают во всяких Китаях, Монголиях, но как же они попали в Канаду? Собственно, на это есть ответ. Попали они туда через перешейх между евразийским и американским континентом, который образовался в конце мелового периода. Ну что ж, а на этом мое видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ведь видео получилось достаточно длинным. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Также можете написать в комментариях, хотите ли вы подробный разбор образа жизни тираннозавра. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока!